Всем доброе утро. Разговариваю тихо, люди еще спят. А я пришла, встречаю рассвет. В Хорватии этого у меня не получилось. Мы всегда приходили на пляж уже часиков 9. А тут номер у нас находится так немножко на горке. И видно, как восходит солнышко над горами. Сижу, пью кофе и наслаждаюсь таким прекрасным видом. Дома обычно не получается вот так с утра посидеть, посмотреть, как восходит солнце, спокойно выпить кофе. Вечно куда-то торопимся на работу и по другим делам. А вот здесь, конечно, надо ловить момент, наслаждаться таким красивым восходом солнца. Я его, думаю, засняла в полной красе. Здесь такой балкончик. И вот отсюда видно море и горы. Ну, конечно, строений много. Вот такой еще тут балкон. А вот так вниз туда спускаешься и идешь по дорожке вниз и к морю. Вчера приехали, уже не было времени, чтобы там как-то разбирать вещи. Виталик еще спит. Вот такая как бы у нас кухня здесь, в этих апартаментах. Все, конечно, очень просто. Это номер бюджетный такой у нас. Ну, в принципе, что надо. Мы в номере недолго находимся, только переспать ночь и пойти дальше гулять по городу. Так, разведываем новую дорогу к морю. Вчера так нормального пляжа не нашли пока. Там вечером, получается, выставляют столики эти на пляж. Ну, всякие эти кафешки. И люди там ужинают. Вот это ты кажи, шушука. А вот утренняя атмосфера в Будве. Вообще Будва — это такой самый популярный курорт Черногории. Здесь, ну, такое место, оно славится хорошими пляжами, а также развитой системой отелей. Вот снимаю набережную. Здесь очень много всяких прогулочных яхт. Предлагают покатать и на остров Святой Стефан. И все удобно, то, что рядышком находится и старый город, и пляжи. И просто можно посидеть на берегу. Здесь люди приезжают с деньгами, не экономят на том, чтобы, ну, самим готовить. Вот мы лично сами готовим себе, не сидим в кафешках. А люди приходят здесь, в принципе, как бы для европейцев недорого. Но, кстати, и россиян очень много, ну, вот, слышно их речь и видно их. Много здесь россиян. Они, даже с некоторыми мы говорили, они здесь уже по полгода в Будве находятся. А это символ Будвы, балерина. Отсюда открывается очень красивая панорама на старый город, на горы. И здесь недалеко находится очень популярный пляж Мугран. Вот туда мы и идем. Это песчаный пляж. С утра людей на пляже немного. Здесь такие скалы. Сегодня очередной день отдыха
в Черногорию, в Будве. Прошлись с утра по набережной, там своя такая атмосфера интересная. И пришли на пляж Морган. Сейчас немножко позагораем, а после обеда, может, поедем в Котор. Надеюсь, что день пройдет насыщенно. В принципе, как и все наши дни. Вот такие пляжи здесь, в Будве. Вот там, получается, за этими горками мы только что отдыхали, плавали, в принципе, хорошо, там чистенько. И вода, мне показалась, немножко теплее, чем в Хорватии. А сейчас будем идти на скалы. Вот так отсюда открывается вид на крепость, на вот этот остров. Там дно такое, как крупный песок. Не такой, как у нас, а что-то между крупным песком и мелкой-мелкой галькой. Вот, лежаки стоят, я не знаю, сколько стоит, пока не узнавали. Ну, мало людей на них отдыхает, в основном все стелят подстилки. Вот такой еще комплекс, горочки тут есть. Ну, смотрю, дети катаются. Вообще красивое место. Стоит хотя бы раз в жизни увидеть. Только что перебирались через вот эти камни. Вроде бы кажется, что это легко, но есть такие моменты, где надо или прыгать, или подтягиваться. Ну, в общем, не так-то легко, как кажется. А сейчас идем вот сюда в горку. Посмотрим оттуда вид. А вообще, конечно, вид шикарнейший. Вся панорама города. Да, камера, конечно, не передаст. Такой здесь обрыв. Вода, конечно, прозрачнейшая. Ну и такая, конечно, скала. Страшно стоять здесь. А вот пещера какая-то, в нее, наверное, можно заплыть. Но я, наверное, побоялась. Я боюсь таких всяких пещер. Неизвестно потом, как оттуда выплыть. Так, залезли на вот эту скалу. Открывается вся Будванская ривьера. Красотища. Но страшно, прям коленки дрожат. Внизу такая пропасть, скала. Как и все дни нашего путешествия. Всем хорошего дня. Эти скалы полюбились многим отдыхающим, потому что многие туда поднимаются для того, чтобы сфотографироваться, поснимать что-то. Туда открывается красивый вид. Ну и вообще, если с маской мы здесь плавали, здесь больше всего рыбок, потому что на том пляже, где вот только что мы были, там рыбок практически нет. Кстати, Виталик здесь видел омара. Так интересно, вцепился он там своими клешнями за скалу. И видели мужчину, который нырял и ловил, наверное, их. Они дышат, да? Да. А он не колючий? Утром пришли на тот пляж, там, где белые зонтики видны. А сейчас пришли на скалы. Виталик плавает с маской.
передо мной старый город. Сижу, любуюсь горами, крепостями красивыми. Вот такая водичка плещется под ногами, прозрачная. Альпинистка. По цьому камінцю. Осторожно, тут много людей погибло. И будет скользить. А так наша мамуся альпинистка покоряет вершины. Горные хребты. Проходит ловко. Зараз там дівчинка йде. Не дуже молода, звісно, але от зустрілись люди на горі. Ще трохи нагору. За ней не угнаться, за этой альпинисткой. Це безстрашна людина. Оля, у тебе ж діти ще, внучки. Ти покоряєш гору. Я знаю, що тебе більше всього айфон жалко. К обеду на пляже людей стало намного больше. Ну, мы уже где-то в 10:30, в 11 старались с пляжа уходить, потому что можно очень обгореть. Цена лежаков 10-12 евро. В некоторых местах даже есть 20 евро. А мы уже уходим с пляжа. Здесь такие оборудованные дорожки. Конечно, любуемся старым городом. Кому надоело на пляже, могут прийти на набережную, здесь посидеть в ресторанчиках. Местные играют в волейбол. У всех свои развлечения. А это обычный двор, где живут черногорцы, и вот детская площадка, где играют дети. Также возле набережной недалеко есть вещевой рынок, а так чуть-чуть пройти влево, то там еще есть продуктовый рынок. Продают рыбу на набережной, можно купить свежей рыбы. Много туристов приезжает в Будву полюбоваться красивыми пейзажами, поотдыхать на пляжах Будвы. Ну вот, не знаю, кому нравится вот такая многоэтажная застройка, ну, наверное, здесь больше нету другого выхода, как вот так застраивать. Кафешки ожидают своих посетителей. Ну и большинство туристов стягивается к старому городу. Вообще Будва – это самый старый курорт на Адриатическом побережье. И не просто курорт, а город с 2500-летней историей. Город был основан в V веке до нашей эры. Даже трудно представить, насколько древнее это. Ну, вот это все, что сейчас мы видим, это все отстроено заново. Потому что в 1979 году в Будве произошло разрушительное землетрясение, и все было разрушено. И потом по воспоминаниям, по каким-то документам все было восстановлено. И сейчас, конечно, нельзя отличить, что это, все восстановлено. Здесь все выполнено в таком среднеземноморском стиле. Много церквей с иконами всякими целительными считается. Но мы туда не заходили. Больше любим любоваться вот природой, с какими-то красивыми пейзажами, открывающимися с различных точек города.
здесь пекут вот такие большие пиццы. А вот засняла цены на блюда, которые предлагают рестораны. Здесь в Будве очень длинная набережная, по которой можно идти с одной части города в другую, гулять бесконечно и любоваться вот лодками проплывающими, парашютами. В общем, есть на что посмотреть. А наш день протекает так, что мы с утра идем на пляж, где-то до 10:30, до 11, потом приходим, готовим обед, чуть-чуть отдыхаем или планируем, куда дальше пойти. И потом вечером опять выходим на набережную, и идем, ходим, гуляем, что-то смотрим, покупаем себе что-то на ужин. Приходим, надо быстренько что-то приготовить, и ужинаем и ложимся спать. Вот так проходит наш день. Вот с островов возвращается прогулочный паром. Людей много на нем, все в хорошем настроении. День прошел очень хорошо у людей. Вот цены. Можно куда-нибудь поплыть. По дороге домой зашли на рынок. Вот, можете увидеть, что здесь продается. Рыночек здесь небольшой. Вот такие большие креветки, свежая рыба. Ну, мы креветки купили на набережной. Овощи здесь можно выбрать немножко подешевле, чем в супермаркетах. А так вообще все более дешевое в супермаркете покупать. В Будве есть большие торговые центры. Здесь, ну, такое как бы все более современное. Пугался. Ну, чего ты боишься? Вот такой дружочек к нам пришел. Не бойся. Ну, не бойся. Такой беленький, красивый. Купили таких креветочек на набережной за 5 евро. Вот такие вот они крупные. Сейчас будем готовить. Я их слегка обжарила на сковородке, посолила, сбрызнула лаймом. И все, они очень быстро готовы. Сейчас будем ужинать. Всем приятного аппетита, тем, кто ужинает сейчас. А в Будве наступила ночь, и мы уже придумали, что нам делать на следующий день. Это, конечно же, будет морская прогулка, потому что, как и в Хорватии, так интересно увидеть Черногорию с моря. Так что в следующем видео будет наша прогулка на яхте. Подписка и лайк — это несложно, а мне приятно. А также жду ваших комментариев к видео. До новых встреч!